Друзья, всем привет! Сегодня у нас максимально важный ролик, потому что речь пойдет о том, что волнует абсолютно всех. Альтсезон 25 года. Будет ли он вообще, или это очередные громкие заголовки СМИ, на которые надеется рынок? Потому что до конца года осталось буквально 3 месяца. Посмотрите внимательно на этот график. Доминация альтов формирует модель, которая один в один повторяет паттерн 2017 года. Тогда мы видели затяжную консолидацию, плавное снижение, формирование дна и затем мощнейший вертикальный взлет, когда альткоины буквально переписывали историю. За считанные недели токены росли на десятки, а то и сотни процентов. Многие тогда впервые поверили, что на альткоинах можно сделать состояние. И сейчас техническая картина будто намекает, что история может повториться. Но вопрос, стоит ли верить только паттернам? Ведь условия изменились. Сравните, в 2017 году институционалов на рынке почти не было. Сегодня же у нас спотовые ETF на биткоин и эфир с миллиардными притоками. Тогда доминация биткоина легко уступала позициям альтам, а сейчас большая часть ликвидности уходит именно в биткоин и эфир. Влияние макроэкономики было минимальным, но сегодня решение ФРС по ставке, инфляция в США и курс доллара напрямую задают тренд для всего крипторынка. В 2017 году альты летели как угодно. Сейчас же такого не наблюдается. То есть мы стоим на развилке. С одной стороны повторение истории, красивая техническая модель и надежда на альтсезон, а с другой новая реальность, где правила игры диктуют фонды, макроэкономика и регуляторы. Поэтому главный вопрос сегодняшнего выпуска: альтсезон 25 года состоится или он отменяется? Мы разберем аргументы за и против, посмотрим на графики, метрики, сравним доминацию, отследим потоки ликвидности и попробуем понять, где нас обманывает рынок, а где реально может начаться активный рост, чтобы заранее быть к этому готовыми и знать, что именно стоит покупать. Плюс к этому сегодня я бы хотел в целом разобрать нарратив четвертого квартала, который исторически считается самым зеленым. Это нам даст представление о том, сколько процентов роста и какие монеты могут принести в ближайшие несколько месяцев. Так что обязательно поддержите видео лайком, ведь я знаю, что вам нравится видео про альты. И следующим таким роликом может быть топ самых перспективных монет на четвертый квартал, который выйдет, когда вы наберете 1000 лайков. Еще можете получить $10 за комментарий, как этот зритель, и еще $10 за подписку на телеграм-канал. Условия максимально простые, поэтому за вашу поддержку отдельное спасибо. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Итак, друзья, чтобы в дальнейшем у нас не возникало споров и мы все были на одной волне, сперва я бы хотел четко ответить на вопрос, что такое альтсезон. Но перед этим советую сразу подписаться на наш телеграм-канал, потому что, во-первых, там я всегда на связи и оперативно публикую важную информацию, как, например, причины падения или когда киты начинают откупать рынок, а во-вторых, мы с редакторами не спамим постами каждые 5 минут. Все четко по делу и с краткими рекомендациями. Ну а поскольку сегодня ролик про альты, в нашем телеграм был опубликован небольшой список монет, которые сейчас большие инвесторы накапливают на коррекции, так что подписывайтесь и узнайте их название. Такое понятие, как альтсезон, можно объяснить несколькими факторами, но если максимально просто, то это фаза на рынке, когда доходность альтов превышает доходность самого биткоина. И заметьте, здесь нет четкой градации по процентам роста или по иксам, сколько должна дать та или иная монета, чтобы это можно было назвать альтсезоном. В классическом варианте такой цикл начинается так: биткоин идет первым, рост биткоина привлекает ликвидность на рынок, потом подключается эфир, далее доминация падает и часть денег уходит из биткоина в альты, потом растут топ-альткоины, такие как Solana, XRP, ADA, AVAX, Link и другие, и они начинают обгонять биткоин. Затем средние и мелкие альты взрываются, и рост даже малоизвестных монет, а завершается цикл эйфорией и хаосом. Все бегут в альты и рынок перегревается. Как минимум по такому принципу формировался альтсезон до того, как на рынок пришли большие фонды. Также есть еще один сигнал. Альтсезоном считается период на рынке, когда 75% из 150 альтов обгоняют доходность биткоина за последние 90 дней. Так вот, знаете, что самое интересное? Глядя на этот индекс, альтсезон уже идет полным ходом. Да, сейчас реально 75% из 150 монет перегоняют биткоин. И если следовать данному индексу, то альтсезон начался еще в середине сентября. Конечно, спросив любого криптоинвестора, ни один вам не скажет, что текущее движение рынка хоть как-то похоже на альтсезон. И это главная проблема, которая заключается в том, что каждый представляет себе альтсезон по-разному. И по большей части все верят в повторение 17-го, а также 21 годов, когда абсолютно все альты летели на сотни процентов вверх. Но как я сказал в начале и много раз говорил в прошлых видео, в 25-м повторение альтсезонов 17-21 годов невозможно. Тогда рынок был диким, розница гнала цены вверх и альты росли сотнями процентов. Сейчас ситуация иная, ликвидность уходит в ETF на биткоин и эфир, а не в мелкие альты. Макроэкономика и ставки ФРС стали главным фактором, без нее рост не начинается. Капитал размазан по сотням проектов, и массового пампа всего подряд уже не будет. Но забегая наперед, это ни в коем случае не говорит о том, что монеты вообще расти не будут. По этому поводу у меня для вас есть интересный отчет от фонда Grayscale. Смотрите, что произошло. Некоторые секторы рынка, например проекты со смарт-контрактами или криптовалюты, связанные с ИИ, показали очень хорошие результаты, а вот биткоин в этом квартале выглядел слабее. По сути, мы увидели начало того, что Grayscale назвали альтсезоном, но не таким, как раньше. Но почему так вышло? Во-первых, в США приняли закон о стейблкоинах, и это дало толчок именно смарт-контрактам и проектам DeFi. Во-вторых, выросли объемы торгов на централизованных биржах, и часть денег пошла именно в альты. И при этом, несмотря на то, что биткоин даже обновил свой максимум, он все равно показал худшую динамику, чем тот же эфир и другие монеты. То есть биткоин растет, но альты растут быстрее. Еще один важный момент. Компании все активнее создают криптофонды и держат у себя на балансах разные токены, а не только биткоин. Это показывает, что рынок становится более разнообразным. Grayscale также отмечают, что впереди у нас четвертый квартал. И именно политика
политика США может сыграть ключевую роль. Сейчас в Конгрессе обсуждается закон о структуре цифровых активов. И если его примут, то это может открыть новый виток роста для альтов. Плюс к этому SEC уже одобрила новые стандарты для крипто-ETF, включая мультиактивные фонды, где есть не только биткоин и эфир, но и XRP, Solana и Cardano. То есть картина интересная. Биткоин остается основой, но в третьем квартале альты показали себя лучше. И если тенденция продолжится, то конец года вполне может пройти под знаком нового альтсезона, только уже не такого безумного, как в 2017 году, а более выборочного, завязанного на фундаментале. Но и при этом проценты роста будут более сдержанными. Сейчас многие наверняка вспомнят, что в начале года я выпускал большой прогноз, в котором сказал, что в 2025 году я делаю большую ставку на фундаментал. Такого тейка я придерживаюсь на протяжении 9 месяцев, и с полной уверенностью могу сказать, что он себя оправдал. Достаточно зайти на график эфира, и мы видим, что, во-первых, он торгуется выше уровня начала года, а во-вторых, он показал 200 плюс процентов роста после тестирования дна в апреле. Аналогичная ситуация наблюдается и у Solana. Почти 170% роста с апрельского дна. При этом цена способна фиксировать по 20% буквально за неделю. А все почему? Да потому что есть фонды, которые готовы покупать. Например, недавно, всего за 5 дней, фонд Galaxy купил Solana более чем на $1,5 миллиарда. А вот катализатором роста для эфира, конечно же, стал приток капитала через ETF, что вызвало активный рост цены. Этими примерами я просто хочу вам объяснить, что в этом и последующих циклах будут расти только те монеты, которые имеют источник притока капитала. И желательно, чтобы он был постоянным, как те же ETF. Это не только усиливает потенциал роста во время восходящего движения рынка, но и минимизирует глубокие просадки, которые зачастую наблюдаются у хайповых монет, которые фиксируют один большой рост, а дальше просто укатываются в ноль. Поэтому, формируя свой портфель, обратите на это особое внимание. Кстати, сейчас вопрос сборки спотового портфеля важен как никогда, особенно в преддверии зеленого четвертого квартала. Если вы до сих пор не знаете, что покупать, когда и в каком соотношении, приглашаю вас в нашу подписку Coin22 Pro. Это лучший помощник для криптоинвесторов и трейдеров, где вы получаете не только готовый индивидуальный портфель под ваш депозит и цели, но и пошаговое обучение, сопровождение на всех этапах работы, поддержку 24/7, а также ежедневные прибыльные сделки. Например, на этой неделе мы шортили рынок и заработали на падении Solana, активном снижении цены SUI, а также на многих других монетах. При этом наш официальный партнер биржа BitGet только для зрителей Coin22 и участников Pro предоставляет лучшие условия по торговле, особенно для самых активных трейдеров, которые могут получить VIP-статус. Поэтому, чтобы заранее собрать оптимальный портфель на четвертый квартал и получать прибыльные сделки, присоединяйтесь к подписке Pro, а для максимально удобной торговли с лучшими условиями регистрируйтесь на BitGet по ссылке в описании. В целом сейчас рынок готовится к четвертому кварталу, и здесь, как и в случае с альтсезоном, есть вопрос касательно того, будут ли последние 3 месяца этого года зелеными. Давайте посмотрим на очень интересный график, который показывает, что перед каждым ростом в четвертом квартале рынок всегда проходил через заметную коррекцию. И это реально так, если посмотреть на историю. Посмотрите, в конце 2023 года мы сначала получили падение почти на 12%, но потом рынок вырос на более чем 80%. Затем осенью прошлого года снова коррекция, уже почти 19%, и после нее биткоин улетел более чем на 100%. Сейчас мы видим похожую картину. Биткоин скорректировался примерно на минус 8%, и многие начинают паниковать. И вот ключевой момент. Подобные движения – это абсолютно нормальная часть цикла. Каждый крупный рост всегда сопровождается сбросом лишних пассажиров, прежде чем начнется настоящий памп в четвертом квартале. Именно поэтому опытные инвесторы всегда говорят: не давайте рынку выбить вас из позиций. Ведь главная цель этих коррекций – заставить слабые руки продать, чтобы потом крупные игроки смогли разогнать рынок без лишнего сопротивления. Но что это значит для нас? Это значит, что такие просадки – это не сигнал к панике, а наоборот, сигнал внимательно следить за рынком, потому что именно после подобных движений мы чаще всего видим начало самых сильных фаз. И если история снова повторится, то конец этого года может подарить нам еще один рост. Конечно, нужно учитывать макроэкономику и ставки ФРС, но картина пока остается в пользу четвертого квартала, и рост реально может состояться. Так что, друзья, держите голову холодной. Просадки были всегда, но именно после них начинался настоящий рост. Тем не менее, для роста нужен какой-то фактор, верно? И, конечно же, сейчас им выступает ставка ФРС, данные по экономике, а также по инфляции. Но есть интересная новость от Майкла Новоградца, это глава Galaxy. Он прямо сказал: да, биткоин может дойти до уровня 200 тысяч, но только если ФРС займет максимально мягкую позицию после смены руководства. Смотрите, что он имеет в виду. Сейчас во главе ФРС Джером Пауэлл. Его полномочия заканчиваются в мае следующего года. И вот если его место займет новый глава с более мягкой политикой, то есть тот, кто готов быстро и агрессивно снижать ставки, это станет мощнейшим катализатором роста для биткоина и крипторынка. Но почему? Все просто. Когда ФРС снижает ставки, доллар слабеет, облигации, депозиты становятся менее выгодными, и инвесторы начинают искать доходность в рискованных активов, таких как акции и криптовалюта. В таких условиях биткоин и альты могут показать очень хорошее движение. Новоградц прямо сказал: может ли биткоин пробить 200 тысяч? Конечно, может, но это будет стоить дорого. И здесь он пояснил, что для Америки это будет плохой сценарий, потому что агрессивное снижение ставок может ударить по экономике США. Более того, это поддерживают и другие аналитики. И сейчас есть мнение, что после ухода Пауэлла ФРС будет выглядеть совсем иначе, и риски для доллара явно смещены вниз. А это, как мы понимаем, явный плюс для биткоина, а также для альтов. Глава Galaxy предупреждает: если Трамп реально
официально назначит своего человека в ФРС, это может вызвать настоящий момент ужаса. И в этот момент резко вырастут и золото, и биткоин. Но рынок в это поверит только тогда, когда решение реально объявят. Кстати, по словам самого Трампа, уже есть 3 кандидата: Кевин Хассет, Кристофер Уоллер и Кевин Уорш. Именно один из них может стать тем человеком, который изменит политику ФРС и весь финансовый курс США. В сентябре ФРС уже снизила ставку, хотя многие чиновники ФРС говорили, что это можно было сделать раньше. И у нас есть сигнал, что внутри ФРС уже есть люди, которые готовы действовать и снижать ставку. И вывод такой: если США пойдут по пути агрессивного смягчения, биткоин может пробить максимум и альткоины зафиксируют рост. Но, конечно же, данный сценарий будет означать большие проблемы для доллара и для американской экономики в долгосроке. Но если брать в учет именно альты, здесь также играет очень важный фактор запуска новых ETF. И тут у меня также есть интересная новость. Все дело в том, что в США в ближайшие недели могут одобрить новые крипто-ETF. И в этот раз речь идет о Solana. Аналитик Нейт Джерачи заявил, что целый ряд заявок на ETF Solana, который включает стейкинг, уже поданы крупнейшими игроками, такими как Franklin Templeton, Fidelity, Grayscale, Vanek и другими. И по его словам, вероятность того, что одобрение мы увидим уже в середине октября, очень высокая. И если это произойдет, то Solana может стать следующей целью для больших фондов. Большой фонд Pantera Capital заявил, что Solana недооценена по сравнению с биткоином и эфиром, и у нее есть все шансы стать следующим в очереди для получения притока от фондов. Кстати, первый ETF на Solana, который включает стейкинг, уже вышел в США пару месяцев назад, и он показывает хорошие результаты. Объем торгов превысил $30 миллионов в первый же день. А это значит, что спрос есть, и фонды готовы заходить. И не забывайте, тема со стейкингом ETF – это очень важный момент, потому что если SEC допустит стейкинг в Solana ETF, то это будет отличный сигнал и для будущих спотовых ETF на эфир, куда хотят включить стейкинг. По сути, это может открыть новый этап для больших инвестиций от фондов в крипту. Но самое интересное – это то, как все это может влиять на альткоины. Многие аналитики считают, что массового альтсезона не будет до тех пор, пока не появится больше ETF на разные монеты. Если ETF на Solana реально одобрят в октябре, это может стать очень важным катализатором для всего рынка альтов в четвертом квартале. Также давайте разберем, что сейчас происходит с доминацией биткоина и как это может повлиять на рынок в конце 2025 года и в начале следующего. Для общего понимания, доминация биткоина – это его доля в общей капитализации всего рынка. Если доминация растет, то значит деньги идут в биткоин. Если падает, то часть капитала уходит в альты. Все просто. Сейчас доминация биткоина держится в диапазоне 56-58%. И это уже заметно ниже, чем было весной 2025 года, когда доминация доходила до уровня 65%. То есть мы видим падение. Постепенно часть денег выходит из биткоина и начинает перетекать в альты. Это значит, что если тренд продолжится и доминация будет снижаться, то мы можем увидеть оживление альтов. Причем в первую очередь это касается крупных монет, как, например, эфира, Solana, XRP и других. Но важно понимать, альтсезона в стиле 17 и 2021 годов уже не будет. Сейчас растут не все подряд, а только те проекты, в которые верят фонды и есть фундаментальная база. Очень много зависит от макроэкономики, ставок ФРС, инфляции и экономики США. Даже если доминация биткоина падает, плохой макрофон может ударить по всем альтам сразу. В экстремальных сценариях аналитики даже допускают падение доминации до 35%, но для этого нужны огромные вливания в альткоины и устойчивый интерес. И, конечно же, не стоит забывать о коррекциях. Когда альткоины начинают активно расти, на рынок заходит спекулятивный капитал. Это всегда приводит к выносам слабых рук и временным откатам. Мой прогноз такой. В четвертом квартале 2025 года мы можем увидеть падение доминации до уровня 50-55%. Это даст альтам шанс показать рост, но опять же не всем подряд, а только сильным проектам. А вот уже в начале следующего года, если ФРС реально продолжит снижение ставки и макроэкономика будет играть на руку рынку, то тогда альты могут усилить движение. Подводя итог, могу сказать, что моя позиция остается неизменной. Полноценного альтсезона, такого как мы его знали в 17 или 21, уже не будет. И вот почему. Посмотрите, как изменился рынок. Если раньше альтсезон смотрелся как хаотичный взрыв ликвидности, когда росло буквально все подряд, даже монеты без идеи и технологии, то сейчас все по-другому. Сегодня рынок под контролем крупных игроков, а именно фондов, и они не будут покупать рискованные монеты. Им нужны активы с понятной ликвидностью и минимальными рисками. А это как раз таки фундаментал. Они смотрят на биткоин, эфир и другие крупные альты, за которыми стоит реальный интерес. Прошло уже 9 месяцев текущего цикла. Да, тренд в целом остается позитивным, и мы видим постепенный рост, но рынок стал куда более избирательным. Сейчас недостаточно просто купить токен. Либо за проектом стоит технология, продукт, партнерство и поддержка, либо он просто остается незамеченным. И это очень важный момент. Эпоха безумных иксов на всем подряд закончилась. Теперь главный вопрос. Может ли рынок показать X2 до конца года? Скажу честно, скорее нет, чем да. Все будет зависеть от макроэкономики, ставок ФРС, инфляции, а также рынка труда США. Именно эти факторы сегодня задают общий тон. Если ФРС продолжит смягчение политики, возможно мы увидим дополнительный приток капитала. Но если экономика США начнет буксовать, рынок рискованных активов может получить серьезный удар. И даже если рассчитывать на восходящее
движение, то в рост пойдут только те проекты, которые реально нужны. Это могут быть некоторые L2, DeFi или токенизация. Остальные будут просто стоять на месте и даже терять позиции. И вот здесь важно понимать простую вещь. Даже если мы к концу этого года сделаем плюс 50% роста, то это уже очень хороший результат. В 25-м рынок не дает безумных подарков, он изменился, а значит нам также нужно меняться вместе с ним. И не выбирать все подряд, а покупать только сильные и перспективные монеты. И если вам интересно какие, то напишите в комментариях, чтобы я в ближайшее время сделал отдельное видео. Таким образом, бычий рынок, да, он есть. Альтсезон в старом понимании, конечно же, нет, и его больше не будет. Хотя если в вашем понимании рост альтов на 30, 50 или 100% это альтсезон, то можно использовать данный термин. Мы вошли в новую эпоху, где выигрывают не те, кто бегает за хайпом, а те, кто умеет разбираться в фундаментале и пониманию, куда реально идет капитал. А впереди у нас самое интересное. 4-й квартал, новые вызовы, новые тренды и новые возможности. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте переходить в наш Telegram. Там мы разбираем графики и я делюсь своими инсайдами в режиме онлайн. Так что спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем желаю удачи, до скорых встреч.